Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Лена и Ваня Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что у Лены произошло нового, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Напоминаю, у меня есть еще и телеграм-канал, ссылочка на него будет в закрепленном комментарии и в описании к этому обзору. Буду очень рада вашей подписке и вашему участию, возможно, в каких-либо дискуссиях в телеграм-канале. Там у меня чат есть, так что заходите, поговорим. Кстати говоря, еще у меня появился новый канал, называется «Обзорно не зазорно» Катя Сайбель. Кому интересна Катя Сайбель, милости прошу. Ну, а мы переходим к влогам канала Лена и Ваня Лайф. Вот вы знаете, продолжаются их турецкие путешествия, точнее переключения, как их называет Лена, и они сейчас едут в супер красивый парк. Это все, конечно, классно, это все здорово, но они уже были в супер красивом парке, они уже нам показали практически все красоты Стамбула. Но нет, надо поехать в еще один парк. И для чего? Для того, чтобы был контент. Лене нужен контент. И не важно, что в принципе повторяющийся он, да, однотипный. Но Лена едет в этот самый парк. Кстати говоря, возможно, она поехала из-за того, что там вот был фестиваль тюльпанов. Это вот такое зрелище только раз в году можно увидеть, да? Возможно. Ну, а если бы не было этого фестиваля тюльпанов, Лена все равно поехала бы в этот парк. Я больше чем уверена, потому как, повторюсь, Лене нужен контент. У Лены этот канал – это основной, если не единственный вид заработка. Ну, а работать Лена, как мы выясняли в комментариях, вряд ли пойдет. Ни Лена, ни Оксана не пойдут на работу, даже на самую низкооплачиваемую, но со стабильной выплатой зарплаты. Никогда в жизни они не пойдут. Они будут надеяться на то, что YouTube вечный, и что они смогут заработать очень даже хорошо на Ютубе те самые деньги, которые они зарабатывали раньше, до того как. Ну, не знаю, будем на это очень надеяться. И в самом деле я очень надеюсь на то, что и Оксане, и Лене повезет, и просмотров будет много. И действительно, они не зря ходят по этим самым паркам, и не зря ходят они по каким-то торговым площадям, по улицам торговым, по торговым центрам, ну и так далее. Обо всем этом я расскажу тоже сегодня, чуть-чуть попозже, в этом же самом обзоре. Но перед тем, как пойти погулять, точнее, в парк, они хотят пойти на крышу. Да, но на крышу не своего отеля, потому как мы уже, зрители, видели все виды с крыши отеля. В каждом влоге Лена нам рассказывает, где этот отель находится, и какие тут виды красивые нам показывает. Нет, мы сейчас вместе с Леной и Оксаной попадаем на крышу другого отеля. Этот отель повыше. И для чего Лене туда надо? Для того, чтобы сделать, как Лена называет, видовые фотографии. Ну, видовые так, видовые. Пропустили их в этот отель, ничего не спросили, как-то немного странно. И уж тем более показалось мне странным, что их пустили прямо на крышу. То есть они в лифт зашли и поднялись на эту самую крышу. И Лена говорит, так здорово, никто даже не спросил, кто мы, что мы, где мы и откуда мы. Реально это действительно очень как-то вот странненько. Но когда они оказались на крыше этого отеля, Лена заявляет, обзор выше, чем у них в отеле. Вот обзор бывает выше, обзор бывает ниже, если верить Лене. Ну и дальше, вы знаете, Лена мне очень понравилась. Она иронизирует над самой собой. Да, она говорит, мол, если вам нужен специалист по крышам, обращайтесь ко мне. Мне Лена напомнила этого Карлсона. Вот, тот тоже знал все про крыши. Скажу больше, он там жил. Ну, а если проводить уже до конца аналогию с Карлсоном, то можно сказать, что да, действительно, номер Лены находится, ну, не на самой крыше, но где-то рядом тоже. Поэтому какое-то время Лена тоже и Оксана, и вторая Лена, они тоже все живут на крыше. Чем-то напоминают Карлсона. Только немного это не Стокгольм, слегка Стамбул. Вот. Шериф, говорит, дал им карту для того, чтобы они могли туда положить деньги, и, то есть пополнить эту карту и кататься на общественном транспорте. Но с истекшим сроком годности эта карта была. Всего 3 месяца можно было пользоваться, а уже эти 3 месяца подходили к концу. В общем, не оправдал шериф ожиданий Лены, Оксаны и их подруги Лены. Ну, что сказать, правильно вы мне пишете в комментариях, что шериф, прежде всего, он коммерсант, он бизнесмен, и уже только потом он друг. Правильно? Правильно. Ну, а Лена и Оксана,
И, наверное, вторая Лена тоже посчитали его своим другом. Только не факт, что сам шериф считает Лену и Оксану и их подругу Лену своими друзьями. Как по мне, он просто воспитанный человек. Да, пошел с ними позавтракать или пообедать, куда он там с ними ходил, да. Это из вежливости, ну, как мне кажется. Карту дал. Ну, дал, да, чтобы не сказали, что не дал эту карту. Дал, но уже вот сегодня-завтра и до свидания, срок годности истекает. Ну, как-то вот странно, да, Лена считает друзьями тех людей, которые, в принципе, ну, вообще никак не могут быть друзьями. Ну, ни при каких обстоятельствах. Это о чем говорит? О том, что Лене крайне не хватает общения. И она готова считать своим другом абсолютно любого, кто ей просто улыбнулся. Да, жаль, что у нее в юности не было друзей, в детстве не было друзей, насколько я понимаю. И вот эта вот подруга Лена, с которой они ездят, если я правильно поняла из комментариев, тоже особо им не подружка, да? Это компаньон, может быть, это может быть товарищ по путешествиям. Для чего? Для того, чтобы, опять же, разделить стоимость отеля не на двоих, не на Лену и Оксану, а еще и на Лену, на подругу, да? Все дешевле будет. То есть вот такое взаимовыгодное сотрудничество с этой самой подругой Леной, если, конечно, ее можно назвать подругой. Вот. Ну, а Лене, которая Крупина, вот ей, Лене Крупиной, не хватает общения, что бы кто ни говорил. И, как мне кажется, все-таки она была бы рада, если бы у нее был бы друг или была бы подруга настоящая. Где-нибудь в Зеленограде живущий, может быть, даже на другом конце Зеленограда, но тем не менее, чтобы этот человек был, чтобы она знала, что она может в любой момент дня и ночи, в любое время года обратиться с какой-либо просьбой о помощи даже, возможно, да, к этому человеку, этот человек никогда не отказал бы, и чтобы на день рождения было кого пригласить, и поговорить с кем, ну и так далее, и так далее, и так далее. Этой возможности у Лены Крупиной нет, если я правильно понимаю комментарии, которые вы мне пишете. Да и вообще, в принципе, я вот смотрю их влоги, и вот как-то я не слышала ни разу, чтобы Лена Крупина сказала, я была у подруги. А вот подруга заходила и так далее, и так далее. Этого не было. Единственное, знаете, что сказала Лена? Вот когда они были в отеле, опять же, в Турции, когда вот они были в каком-то там отеле в прошлом году или в позапрошлом году, к ним в гости какие-то приходили. Вот. И это Лена, знаете, когда сказала? Когда она увидела в парке чаек, которых люди кормили хлебом. Так вот, наверное, Чайка это был единственный друг Лены. Да, очень-очень все печально. Но это я, забегая вперед, могу сказать про Чайку и про прочее. Но для того, чтобы попасть в парк, сначала в него надо поехать, правда? И вот едут они в этот самый парк, и Лена выдает. Ветерок находится вдоль воды. Они у пирса какого-то были на пирсе, и Лена вот выдает. Ветерок вдоль воды находится. Думаю, ну вот это уже интересно. Как это вообще возможно? Но как-то возможно. В самом парке действительно красиво, да. Сезон цветения тюльпанов. Красные, черные. Ну, черные не черные, но вот темно-бордовые скорее, да. В коричневый больше уходят. Но очень, конечно, красивые тюльпаны. По-моему, они называются черный принц, если я не ошибаюсь. Желтые, белые. В общем, абсолютно разного цвета. Действительно очень даже красиво. И спуски, какие-то подъемы в этом парке, какие-то ярусы. Лена, Оксана, их подруга Лена ходят по этим самым дорожкам. И Лена, которая Крупина, выдает. Вся дорожка по подъему утопает в тюльпанах. Вот и понимаете, как хотите. Такое ощущение, что вот если понимать Лену так, как она сказала, да, не переводить на русский язык, то получается они прям по тюльпанам идут. Но нет, тюльпаны были по правую руку, по левую руку от этой самой дорожки. Но Лена выражается, как выражается. И вот вы знаете, я смотрю, мотается камера. Вот мотается вправо, влево. Но Лена говорила о том, что у нее очень хорошая стабилизация. Ну и о том она говорила, что когда вот она была на этом подвесном мосту, помните, что, мол, я вот пробежала по этому мосту, даже там попрыгала, побегала, и благодаря тому, что у меня хорошая стабилизация, вы, мол, увидели только статичную картинку. Я хочу сказать, что сейчас Лена даже не бежит, она просто идет, и то камера у нее мотается.
Так что, скорее всего, вы были правы в комментариях, кто писал о том, что Лена врет, о том, что она там прыгала, бегала по тому мосту. Ну, а дальше что? А дальше Лена говорит, вот, тут прям ковер из тюльпанов. Ну, действительно, очень большая территория засажена тюльпанами. Тюльпанами выложен какой-то там вот узор. Симпатично очень. И Лена говорит, вот утонуть в этом тюльпановом ковре и не встать. Утонуть в тюльпанах и не встать. Думаю, Лена. Вот у тебя какие-то такие странные желания, вот честное слово. То ты хочешь под кустиком сфотографироваться, то хочешь пойти потоптать тюльпаны, а сейчас ты хочешь в них вообще утонуть. Ну, естественно, не встать. Да? Редко кто, когда утопает, тот может встать. По крайней мере, самостоятельно. Лена, как скажешь что-то такое, стой хоть падай. Поднимаются они еще выше по каким-то ярусам этого парка. И Лена выдает выше, вид еще красивее. Почему не красивее, не знаю. Но, правда, потом уже Лена говорила, да, тут красивее, чем там. То есть дальше она уже нормально там ударение расставляла. Завтраки у них в отеле отличные. Ну, я понимаю, и крыши у них в отеле отличные, и номер у них отличный, несмотря на то, что крайне тесный, несмотря на то, что с унитаза Лена, ну, не то чтобы падала, она на него, в принципе, не помещается толком. Ну, вот. Но нет, завтраки в отеле отличные, и им этого завтрака хватает на весь день. Странно как-то, помнится мне пару влогов назад Лена говорила о том, что они ничего не ели, не считая завтрака. То есть, в принципе, завтрака еще пару влогов назад не хватало им на весь день. А вот сейчас вот Лена заявляет, что прям отличные завтраки, им хватает на весь день этого завтрака. Как-то странно. Увидела на пруду каких-то уточек Лена и говорит, вот, тут, мол, еще более-менее в порядке этот пруд. А вот где-то она была в зоопарке и видела там 2 лебедей на пруду, и весь пруд порос ряской. И вывод какой Лена сделала? Говорит, я ненавижу зоопарки. А как это вообще так можно ненавидеть весь зоопарк в целом из-за того, что был неухожен один пруд? Как-то странно. Логика покинула снова чат Лены. Снова возвращаемся к чайкам, к тем самым, которые, я так понимаю, были в гостях у Лены, подруга Лены Чайка. Вот одна из них, говорит Лена, успевает забрать свой кусочек счастья, то есть кусочек хлеба. Что произошло? Произошло то, что посетители этого парка просто кормят чаек хлебом, не более того. Ну, одна чайка оказалась быстрее остальных, и Лена говорит, вот она успела урвать свой кусочек счастья. И, как мне показалось, Лена с таким вот, ну, не знаю, с печалью, что ли, да, с такой грустью на это все сказала, мол, а я вот в свое время не успела кусочек счастья своего забрать. Вот, как-то вот, ну, по крайней мере, мне так показалось. Возможно, это не так. Возможно, действительно, мне только показалось. Как вы думаете, мои дорогие зрители, права я или нет? Что показалось вам? Ну, как мне показалось, все-таки с какой-то такой вот грустью Лена это все сказала. Ну, а дальше создается Лена в том, что ей очень тяжело учить другой язык. Ну, и это правильно. Вот честно признается, молодец, да. Умница в этом плане. Только вот похвалить можно Лену. И вообще в этом влоге какая-то была самоирония, вот какое-то такое признание, да, что вот я не идеальная, вот не могу я выучить языки. Ни турецкий, ни английский, или какой-либо другой иностранный язык. Но не даются. Да, в этом нет ничего плохого. Ничего зазорного в этом нет абсолютно. Многие люди не могут выучить какой-нибудь один даже иностранный язык, потому как нет склонностей. Есть гуманитарии, правильно? Правильно. Есть люди с математическим складом ума, правильно? Правильно. Поэтому ничего страшного в этом нет. Абсолютно ничего страшного нет. Не всем быть полиглотами. И я думаю, что если бы Лена почаще говорила бы правду в своих влогах и не врала бы своему зрителю, то и отношение к ней было бы, конечно, получше, чем у некоторых ее зрителей. Поэтому все-таки надо, Лена, совет такой хочу тебе дать, все-таки надо почаще говорить правду. Да, пусть с какой-то самоиронией, да, пусть с каким-то таким вот признанием, да, вот от души. Вот, ну, не даются мне языки, ну и что теперь? Да, почему бы и нет, но правду надо говорить в любом случае. А то вот даже сейчас в этих своих влогах, в одном влоге ты не любишь
оливковое масло, а в другом влоге ты его резко стала любить. Странно, в одном ты заправляешь салат гранатовым соком, да, в одном влоге, а в другом уже почему-то и соком, и маслом. Или только маслом, я уже не помню. Резко полюбила масло. В общем, много таких вот каких-то мелочей, которые, ну, выдают тебя с потрохами, Лена. Поэтому или не ври, или просто тренируй память. Потому как надо помнить, что, где, кому, когда ты соврал, чтобы не попасть в просак. Хочет Лена все-таки какие-то влоги с шопингом нам показать, потому как, говорит, шопинг смотрят все, вот красоту не смотрят. Хочу сказать, что обзорщики – это самые верные зрители. Обзорщики смотрят все, даже то, что Лена считает, что зрители не смотрят. Обзорщики смотрят от А до Я. И именно благодаря обзорщикам, возможно, какой-то вот процент удержания аудитории чуть выше, чем был бы без обзорщиков. Так что да, Лена, обзорщиков надо ценить. Вечер уже, 5:30, и Лена говорит, вот, надо пойти поесть. И зашли в какую-то кафешку, взяли себе, кто что взял, а Лена взяла картошку, рис и курицу. Ну, как мне кажется, тут то ли рис, то ли картошка лишнее. Но уже что есть, то есть. И я думаю, что Лена съела все. И рис, и картошку, ну и курицу, понятное дело. Деньги, наконец-то, и обменяли они их, поменяли. Теперь у них есть лиры, налом и есть на карточке. Счастливы, все хорошо, все замечательно. И пошли они по магазинам. И Лена говорит, вот, надо Ване купить футболочку. Вы знаете, вот это надо Ване купить футболочку рефреном проходит по всем влогам Лены. Какой-то такой красной нитью. Ну, надо купить, ну, купи ты уже, в конце концов, ту футболочку и угомонись. Но нет, эту футболочку Ваня и Лена покупают вместе со всеми своими зрителями очень долго. И все никак не может выбрать. Почему? Потому как Ваня вырос из детского, оказывается. Да, из детской одежды, Лена говорит. И теперь носит мужскую. Вот так. А когда Ваня носил детскую одежду, он носил девчачью детскую одежду или как? Ну и что касается Андрея, говорит, Андрею вообще не нужны вещи. Что, у него есть пара курток и больше ему не надо. Ну зачем ему еще больше? Он что, их солить, что ли, собирается? Вообще он сидит дома, он работает из дому. И вообще, как мне показалось, Андрей какой-то нелюдимый, что ли. Он вообще никуда никогда не выходит. Даже в магазин никуда никогда не выйдет. Странно как-то. Непонятно. Очень даже непонятненько. Хотят, конечно, они купить что-то, что подешевле. Зашли в какой-то магазин, где цены чуть ниже. И, конечно, там людей больше. И правильно Лена заметила, что там, где цены ниже, там людей больше. И наоборот. Я имею в виду в магазине. Там, где цены высокие, там вообще нет людей. И в каком-то из этих магазинчиков Лена, наконец-то, хвала богам, подумала я, нашла футболочку для Вани беленькую, на каких-то пуговичках. В общем, то, что надо. И даже вот носила ее с собой по магазину с тем, чтобы расплатиться на кассе и купить ее в итоге. Но нет, когда вышли они из этих всех магазинов, кстати говоря, они там проходили до позднего вечера по всем магазинам, выясняется, что не купила Лена ничего, да. И я так понимаю, эту футболочку там она оставила в том магазине. Как-то странно все. Она, получается, вообще ничего не привезет ребенку из Турции. Ну, не знаю, не привезет, значит не привезет. Когда зашли в другой магазин, в еще более дешевый, там, где было еще больше людей, Лена говорит, а что в дешевом магазине? Шматье одно. Лен, так ты была в дорогом магазине, ты умножала все на 5 на курс лиры по отношению к рублю, да? На курс рубля ты умножала и понимала, что это очень дорого. Но зато там не шматье было. А здесь опять вот одной какой-то фразой Лена может унизить в очередной раз. Дешевый магазин? Фи, тут шматье одно. И потом вдруг Лена вспомнила о том, что, оказывается, вещи ей не нужны. Думаю, нормально вы так ходили по тем магазинам. Для чего? Для того, чтобы в итоге понять, что вещи вам не нужны. Потому как, внимание, у Лены есть василек. И этим васильком забиты все шкафы. Смысл тогда был в хождении по магазину. Ну, я понимаю, конечно, контента ради, да. Чтобы люди посмотрели вот это все. Но опять же, 50 минут длился ее ролик. Это при всем при том, что Лена говорила, ой, полчаса это так много, 30 минут, как-то надо что-то с этим делать. И в итоге она стала выпускать ролики продолжительностью в 31 минуту, 32 минуты, 33 минуты, а сейчас вообще переплюнула саму себя и превзошла мои самые смелые ожидания. 52 минуты. Вот так.
Ну, в принципе, повторюсь, Лена права. Это не 30 минут. Правда? 32 минуты это не 30 минут, 31 минута это не 30 минут, 52 минуты тоже не 30 минут. Так что молодец, Лена. Правильно. Лена сказала, Лена сделала. И вообще, они уже прошли 18 тысяч шагов на данный этап. Почему не на данный момент, не знаю, но на данный этап Лена сказала. Странно немного Лена выражается, по-прежнему, конечно. И завтра у них насыщенный день. Вот. И у них насыщенный отдых в целом. Вот так. Насыщенный отдых. Вот такой активный отдых. Ну, не знаю, нужен ли был Лене такой вот активный отдых. Как по мне, так ей больше подошел бы какой-то такой вот спокойный, размеренный, да, на релаксе какой-то. Но нет, Лене надо заработать. И на Ютубе она хочет заработать, и она хочет заработать на продаже каких-то вещей. Поэтому, да, у нее вынужденный такой вот насыщенный отдых. А ведь если бы Лена где-то работала, повторюсь, то ей не обязательно было бы зарабатывать на Ютубе вот таким вот способом, да. Ни свет ни зря проснуться, куда-то полететь, побежать, что-то отснять. Говорит, даже вот монтировать она не имеет силы, представляете? Вот. И вот для чего это все надо? Опять же, повторюсь, устроилась бы куда-нибудь, пусть на малооплачиваемую работу, но зато со стабильной выплатой зарплаты ежемесячной. Но нет, хочется Лене чего-то вот эдакого, как заработок на Ютубе. Немного странно, как по мне. Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала Лена и Ваня Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!